Так, ну что, всем доброе утро. И сегодня вы увидите штатно уже пятый обзор на смартфон в одном и том же стиле. Это Xiaomi 14T Pro. И это не Redmi, это прям чистокровный Xiaomi, это прям чистокровный, я бы назвал, субфлагман. И снимать он может 4К 60 FPS, на ультраширик может снимать 4К 30 FPS. Вот сейчас я как раз на него и снимаю. Примерно в таких же условиях, да, вот с этими резкими изменениями освещения мы снимали уже на Realme 13 Pro Plus, Realme GT 6 китайской версии. Снимали на Nord 4, это все BB-киевские смарты. И снимали на Pixel 9. Теперь время пришло для Xiaomi, завтра время будет для Яблока. Вот так по утру можно будет снимать на этот смарт. Давайте проверяем зум максимальный X3, X6. X6 для 4К 60 FPS. Сегодня я схожу с ним в музей, не музей, в сад, поснимаю цветочки в оранжерею. После этого, скорее всего, в океанариум. И заодно посмотрите, как все это дело может снимать. Сейчас включу ультраширик. Ультраширик может снимать в 4К 30 FPS, при том еще и в режиме HDR тоже может. Режим HDR для 4К 60 FPS недоступен. Вот сейчас будет X1, X2, 2.6, X5 и максимальный зум при 4К 30 FPS X15. Но для видео это мало актуально, как видите, 2.6. То есть при X5 его телевички показывают довольно неплохую картину. А вот уже больше по мне бессмысленно. Да, в 30 FPS это примерно так же, как на Realme 13 Pro Plus снимать вообще никак. Картинка запаздывает, хотя стабилизация хоть какая-то да есть, но мне, допустим, не нравится. И особый плюс, что можно уйти на ультраширик. Единственное, минус то, что на фронталку уходить нельзя. Паузу можно ставить. Ну, в целом, начнем. Так, и максимальное разрешение для съемки видео на фронталку 4К 30 FPS. Кстати, не такой противный динамический диапазон, не такой он ужасный, если сравнивать с другими смартфонами. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал с колоколом и написать в комментах, чтобы я продолжал. Потому что контент специфический, своеобразный, точно будет поедать мой основной контент для людей, которые планировали, не знаю, приобретать смартфоны, чтобы отправляться с ними в отпуск. Не пишите мне по поводу приобретения стабилизаторов под эти смартфоны. Потому что если ты покупаешь стаб, я у тебя спрошу, а какого лешего ты не можешь купить себе тогда камеру, потому что суммарно вот эта вот камера вместе с смартфоном, это, точнее стабилизатор со смартфоном, это уже бандурина. Либо второй джимбол можно покупать меньшего размера для ультраширика, для съемки вот больших пространств, самое то. И еще очень много вариантов, то есть если ты уже собираешься покупать себе ручку к смартфону для того, чтобы снимать, лучше, наверное, все-таки купить что-то другое для съемки. По габаритам оно будет плюс-минус так же. Не особо ты сильно выиграешь, тем более для блогерства уже существует просто бешеное количество беззеркалок, зеркалок и всего чего компактных фотиков, картинка у которых будет значительно лучше, чем это. Чем объемом передачи цветов. Но у Xiaomi, вот то, что я сейчас вижу, пока все хорошо с качеством съемки. Поэтому подписываемся на канал и пишем в комментах, чтобы я продолжал такие штуки. Ну что, 4К 60 FPS без HDR, и, как правильно уже написали, фронталка работает у смарта довольно четко. Часть фотографий я, кстати, буду делать и на Соньку. Сегодня взял с собой фотоаппарат, поэтому вы сможете сравнить фото на этот девайс и на смартфон, и на фотоаппарат. Вот так в этом коридоре будет вас снимать фронталка. Насколько хорошо или плохо, решать вам. Но увидите много всего. Бабочек. Бабочек. Не орхидеи, бабочки.
Наши любимые окна, лифт. И вот она, работа со светом. Ну, фокус, кстати, быстро отрабатывает. Ну что, кто не в курсе, уже 5-й день одни и те же покатушки. Идем сейчас с 1-го этажа кондика, то есть обычного здания жилого, и сразу по пешеходному переходу в метро. Очень удобная тема, уже привык и постепенно начинаю понимать, как в принципе отлаженно работает несколько веток метрополитена, которые принадлежат разным компаниям. Вон, видите? То есть отдельно стоит охранник, отдельно стоят двери и ключ. И вот так сможете снимать. Фотки отсюда будут не только на этот девайс, также, может быть, как видео, вот так приезжают электрички. Но и на фотик. Вот так вот плавной походкой. Сегодня уже нет дождя. Хотя, возможно, и предвидится под навесом. Эту локацию тоже уже снимал на 5 девайсов. Так что вы можете выбрать. Здесь все просто. Выбираешь английский, выбираешь метро и оплачиваешь. Штатно получаем монетку. Прикладываем ее, не теряя. Забираем ее и пробегаем. Смотрим, куда едем, выбираем платформу, идем на эскалатор. Вообще, на 3-й день уже, наверное, вообще все понятно. И лучше всего работают Google карты, кстати. Лучше, чем любые программки. И понятно. Так, вот эти вот штуки я вблизи пофоткаю обязательно. И пофоткаю на это устройство. Так что сравнивайте. В моей личной телеге скачивайте и сравнивайте. Ну что, в кои-то веке у меня получилось стать машинистом. Потому что здесь без машиниста все эти дела. И вы сможете понаблюдать чуть-чуть по съемке. Наконец-то, к 5-му ролику, как это все будет выглядеть, если вы будете снимать на смартфон. Покатушки из кабины водителя. Хотя технически водителя здесь нет. Там байки под открытым небом. Вообще это плохая идея. И с точки зрения того, что вода на них будет действовать, и с точки зрения того, что солнце на них будет действовать. То есть байки, резина умирает моментально, если ты оставляешь под открытым небом здесь что угодно. Это основной терминал. Но нам ехать надо дальше. Зато круто. Можно будет увидеть, куда еще. Получается 2 станции. И дальше пешочком. Опять же, стоит он недолго. Не совсем понятно, для кого здесь зеркало. Скорее всего, для кого-то, кто фиксирует через камеру это все дело. Все дублируется на английском. Хотя вообще здесь, по-моему, только на английском написано. Нет. Дублируется. И давайте зум проверим, пока мы стоим. X6. Аппаратик греется, смарт греется. Так, еще одна станция. Я не думаю, что на какие-нибудь еще смартфоны у меня получится встать впереди, потому что обычно это место всегда занято. Чаще всего местными.
также, кстати, снимают что-то. Но нам сегодня, Xiaomi сегодня повезло. Надо ночью покататься, кстати, и показать вам наполняемость зданий. По-настоящему здесь не так много людей. Так, здесь я как раз гулял в первый день с Pixel 9. Может быть, еще раз его поюзаю. Но когда впереди стоишь, есть ощущение, что это просто американские горки. Повторяю, что можно подключать внешние микрофоны и по уму, если ты что-то записываешь, так и надо делать. Но вы слышите, как микро работает, когда говоришь тихо, притом родной. Так, это мост. Это центральная часть, кстати, города. Еще одна из станций. Рядом с речкой. Река жизни, как у них называется. Хоть на паузу ставь, да и рассматривай все. Хорошо снимает. Ну, ради интереса заезд с ультрашириком в 4К 30 FPS на HDR. Ага. Не очень рационально. Что здесь? Такие катакомбы. Сейчас уже выйдем, я думаю. Но не факт. Нет, пока нет. Нет, здесь подземная станция. Ага. Здесь и выходим. Нет, мне надо выходить на следующий. Так, если кратко, я довыпендривался, проехал станцию, пришлось ехать обратно. А из интересного это то, что электрички примерно так же каждые 3 минуты. А GPS у айфона показал мне, что я не здесь, кстати. Под землей не захотел работать нормально. Прямо в метро Family Market. То есть здесь можно вот готовую еду брать, просить, чтобы они разогрели, и пить кофе с готовой едой. И там же, видите, вкусняхи продают. И фотоаппарат. Лютейшая реклама рамена на все ступеньки. И вот вам кондиционер, видите? Альтернативный. Но эффективный, кстати. Вот так вот а-ля все по-домашнему. Там рынок сразу с фруктами. И газетный. Ну, газетных киосков я не вижу. Но вкусняк много продается. Донаты. О, сразу палаточный рынок. Это я понимаю. И речка. Вообще все по фэншую. По-азиатски. И телебашня вон. Вот такие вот улочки. Сразу еда здесь. Народ отдыхает у мечети, у фонтана. Такие навесы. В принципе, городская среда вообще продумана. Чтобы тебя ни дождь не убил, ни настиг. Правильно, убить-то он вряд ли может. Ни палящее солнце. Где бы ты ни шел, везде какие-то козырьки, тень, либо зелень. В целом очень даже продумано. Только похвалил городскую среду, и в итоге я на открытой местности. Ну что за печаль такая? Зато зеленый свет, надо успеть пробежать. Здесь отдельно, как всегда, для байков место.
отдельно для машин. Все по фэншую. Это Jam Denik Countdown Clock. Время работы. Окей. И мы все еще двигаемся в сторону еды и бабочек в первую очередь. Сразу карта, уже подуставшая. Опять же, Google карты у вас никто не заберет, и Яндекс карты и остальные виды карт. Направляющие, туалеты. И вон место для отдыха. Сразу памятник катку, Портеру и мостик через речку. Что вижу, то и говорю, с одной стороны. С другой стороны, помним, что у меня в одной руке только смартфон. То есть вот так отрабатывает его родная стабилизация. И примерно так же и вы будете снимать, если вы будете что-то в руке нести. Смарт по мне хорошо справляется пока. Смотрите, как много пространств, а по факту работает только одна кафешка. Вот так. Вот такие цены в кафешке. Умножайте все, в принципе, на 30. И вычитайте 20%. Все, я знаю, как выцепить ваши лайки. Лайки за котиков. 4К 60 FPS. Без всяких телевиков. Вот они на вас смотрят и хотят, чтобы вы оставили любой комментарий и поставили лайк. По-любому. Вот такие штатные переходы. Довольно неплохо оформленные. Город не особо старый, поэтому и переходики не особо старые. Видите, какое пространство придумано. При переходе из района в район, как маленький амфитеатр. Только здесь никого, как всегда. Вот такая вот магия и матрица. Ну, кто-то там отдыхает вечерами на стульчиках. Здесь тоже можно отдыхать. А там можно выйти. Наверное, я повторю слова очень многих, что, несмотря на то, что город вроде бы и не идеальный, но очень дружелюбный. То есть все эти пространства, они понятны. Когда ты ходишь, катаешься в метро, не знаю, посещаешь кафешки. Во-первых, цены лояльные. То есть я ни разу не натыкался на какой-то космический ценник. В принципе, как и в Токио. Вот. Если брать, допустим, тот же Таиланд, ты можешь зайти в какой-нибудь ресторан индусов и, не разбираясь в валюте, очуметь и потратить там долларов 300. Притом ничего и не съевши. Никак не приступив к пище даже, потому что она будет безумно острая. Здесь все максимально френдли. Везде, пока где я не был, максимально адекватные ценники. Говорю, как в 2017, наверное, если в рублевом эквиваленте. И единственное, конечно, не весело, наверное, как в Абу-Даби. То есть никаких вамбаров, клубов я не вижу. Может быть, где-то они есть, но у кого это необходимость, здесь их найти будет, мне кажется, непросто. Хотя, опять же, мне говорили, что сюда мои знакомые приезжали тусить и тусили не хуже, чем в Бангкоке. Я думаю, все поняли. Итак, как говорится, когда ты куда-то едешь, вот эти вот а-ля планы из разряда «я посещу все», так как у меня неделя, я могу себе позволить, то есть сказать, что я поеду в парк для бабочек, там поехать на метро, не на машине, пойти пешком, может чуть больше, чем надо, и в итоге не попасть, допустим, в дельфинарий или еще куда-то, потому что у меня есть еще 4 дня.
Вот. Если вы летите на 3 дня, на 2 дня, конечно, экскурсоводы must have или такси в режиме нон-стоп, но, наверное, экскурсоводы выйдут даже дешевле, хотя в среднем это всегда там 200, 300, иногда даже 400 евро, но ты за этот день успеваешь увидеть все. Так же, как, допустим, я в Токио, когда катал, спасибо моему экскурсоводу, мы увидели все за один день, за один реально. Потому что максимально оптимальный маршрут, максимально быстрое передвижение, без залипания где-то, расчет времени, и в итоге то, что я бы делал неделю, ну не неделю, но дней 5 как минимум, притом взрывая себе мозг, мы сделали за один день. Здесь чуть по-другому. Здесь я делаю уже 4-й день то, что у меня друзья обычно делали за один, но высунувшие языки. Так, и разумеется, вот эти вот темы из разряда разблокировка по лицу, это хорошо, но очень хорошо, что в андроидах есть разблокировка по пальцу, потому что не всегда в очках iPhone тебя даст разблокировать смарт. Это прям безумно удобно, что у тебя блокнутый смарт, ты нажимаешь кнопочку либо на экран, и особенно во время поездки экран активируется, ты можешь что-то поснимать. Все, до парка я дошел, осталось чуть-чуть, и потом можно будет уже бабочек подснимать. 4К 60 FPS, ну вот и сад с бабочками. Такой вот невзрачный напротив невзрачных, довольно невзрачных зданий. Слегка заброшенных, а может быть и не заброшенных, но внешне выглядят заброшенными. 4К 60 FPS, ну как говорится, опасайтесь воров. Понеслась. Выглядит все очень скромно. Запахи не лакшери, не премиум. Но зато, не шутя, они тут летают, прикиньте, бабочки. Не как в Маниле лежали трупики, а реально летают бабочки. Так что фоток я наделаю по полной. Главное не курить. Но я не курю и никому не советую. И вот так будет выглядеть. Наверное, надо как-то будет извращаться, чтобы вам подснимать их. Хотя бы фотки. Вот это X5. Это не фото. Надо поближе каких-нибудь бабочек найти. Кстати, они какие-то спокойные, потому что вот сейчас это основной модуль. Вы прикиньте, какое расстояние до бабочек. То есть сантиметров 5. И фоток я ее наделал тоже много. Так, нужно внимательно ходить. Они тут летают и летают рядом с поверхностью. Не наступить на бабочку. Наступить на бабочку очень плохая идея в парке для бабочек. Какая прелесть летающая. X2.6. X2.6, помогаю пальцем с фокусом. Улетела. Основа 4К 60 FPS. Очень надеюсь, что бабочка не умерла. Но она здесь сидит огромная. И очень много летающих. Вон, смотрите, какая крутая. И еще. И еще. Надо, короче, телевиками только снимать. По-другому не вариант. Так, это телевик X5. 4К 60 FPS. И... Не, я не успеваю. На фоне... Так, это X5. Мне кажется, лучше кроп с основы будет, чем этот X5. Но вот такой он. И X5. Бабочки. Большие, черные. Основа. Та же локация. Zoom X2.5. 5. И 5.2 HDR режим. — 2.6 и основа. Вот так выглядит эта локация. Очень так скромно. В общем, смысл в том, что я, наверное, уже набегался. И пойду я наблюдать за чем-то другим. Опа. Опа, она пытается сесть на меня. Она села на меня.
Как говорится, не зря я пришел сюда. Нет, я не едабельный. 4К 30 фп. Все еще летают. Все еще планируют сесть на меня. О, села на телефон. Френдли. И еще одна. 4К 30 FPS. HDR. Я думаю, хватит бабочек с вас и с меня. Так здесь можно позалипать, но здесь довольно жарко. И это учитывая, что сейчас не жарко. Так, видите, фокус не ловит основа. X2, 2.6, X5. О, смотрите, что я нашел. Специально для подсъема. Кропайте и рассказывайте 2.6 про то, как может снимать 14T Pro. Очень шикарненько. X2, X1. X2, X1. И еще беленькая. X2.6. На что способны, да, уже телефоны от Xiaomi. X5. Фокус потерялся, помогу? Нет, не помог. Уже улетела. 2.6. Как говорится, наслаждайтесь. Фотки на Sony тоже здесь прикреплю, хотя их мало. Неудобно на него снимать. Фокус помог, не помог пальцем. Еще один 4К 30 FPS с HDR. 2.6 с одной руки. 2.6 лучше всего, четче всего снимает. И X1, X2. Так, без HDR. 4К 60 FPS. Все. Финал. Слишком жарко. Слишком жарко и непонятно. Это как бы можно кайфануть, посмотреть на них и убежать. И потом в магазине смотреть уже на закончивших... О, рыбки. Запах, конечно, тут не романтичный. Как правильно писалось в Google картах, загруженность минимальная. Вот. Очень влажно, очень жарко. Бабочки это дело любят, наверное. А вот людям здесь прям тяжко. Если у вас проблемы с сердцем, 10 тысяч раз подумайте. Прям шикарно придумали, да? Что бабочки сюда приходят поесть. А ты можешь поснимать. Сейчас телевик X5. 4К 60 FPS. 4К 60 FPS. Пахнет ужасно все здесь. Ужасно. Насколько я после Бангкока не привык к запахам, вы очумеете. Зато можно вот такие вот видео делать. Вот так бабочки появляются на свет. Не романтично, правда? Просит не открывать. Бабочка не хочет выпускать. И здесь немного жуков. Совсем чуть-чуть. Разных. Еще жуки. О! Жук-носорог. Здесь не вижу. Вижу. Вы не видите. Фокус он не поймал. И здесь маленькие скоробейчики. Крин. Ха! Видели скорпионов? И тарантулов. Они есть. Бабочки. Очень красивые. Не очень красивые перед бабочками. Гусеница. Это гусеница. Гусеница. Коконы всякие. Бабочки.
Так, это как это дело все собиралось. И немного еще жуков. Видите? Тяжело заметить, правда? Еще немного лягушек. Ящерка маленькая. Очень странная подборка, но черви и скорпионы. Так, жуки. Жуки. Кому надо на паузу поставить. Вау! Все, нирвана жуководом. Очень круто. Вот это прям экспозиция. Вот это вот зацените. Угу. Таиланд. Еще жуки. В общем, со всех уголков света жуки и бабочки. Южная Африка, Америка, Восточная Азия, еще Таиланда. Snake Head. Голова змеи. Еще один романтичный выход. Если что, все экспозиции были без кондиционера. Так что здесь он есть. Здесь есть кондиционер. На это и рассчитано. Это всего, чего можно купить. Но стоимость, конечно, космос. То есть это 13 тысяч рублей. Это 15. Это по 3600. В Маниле дешевле. 3000 рублей. И 6 тысяч. Вот здесь по 1500. Короче, мы идем к оленям. И мы с вами идем к оленям, потому что я не думаю, что планетарий будет интересен сегодня. Вот. А ввиду жуков, змей и остальных прелестей, мне кажется, вот олени будут самый цвет под вечер. А завтра уже будут рыбки. Вот. Так что идея норм. Будем ее реализовывать. А послезавтра, может быть, опять поедем на башню, на телебашню. Уже 16 плюс или 16 Pro. И поснимаем оттуда виды. Фотик, может быть, тоже возьму. Потому что вот сейчас взял. И пусть даже тяжело его нести, но кайфово на него фотографировать. Это 4К 60 FPS, основной модуль. А есть ощущение у меня, что мне комфортно снимать на этот смарт. Я не перенапрягаю руку из разряда: о, я должен нанести его ровно так же, как с Nord 4. Он лучше стап отрабатывает, чем Nord 4. Однозначно лучше, чем в Realme 13 Pro Plus. И в каком-то смысле для T-серии это какой-то следующий уровень, потому что баланс белого в основном модуле не сходит с ума. Опять же, мне так кажется. У вас может быть какой-то другой взгляд. И 4К 60 FPS. Съемка с одной руки. Вот так. В парке можно отдыхать. Но тут жарко. Хотя вот по идее сейчас сезон не жарко, но тут жарко. И немного фонтанчика. Попытки забежать в тенек.
Там еще маленький фонтанчик есть. Выглядит все шикарненько. И вот там еще мини-фонтан. Потом, я не знаю, может быть даже это не кафе, а вот просто. Виды такие классные, кстати. Прям насыщенные. Колоритные. То есть, если бы оно было идеальное, это здание, оно бы выглядело не так круто. 4К 60 FPS на ультраширик не перейти, максимум, повторяю, X6. И вот по плавности вот так все это будет. Детки кормят кого-то. А, рыб кормят. Рыба. Фу. Так, кстати, где обложку я делал, видите? Очень грамотно сделано. Так, это у нас ультраширик. 4К 30 FPS. Вот так вот, чтобы ощутить всю глубину глубин. Тенек делают. X1, 2.6, 5.0. 4К 60 FPS. Тудун! Ву! Слышите? Русский человек приехал смотреть Куала-Лумпур, да? Ну, акустика тут прям вау. Воу! Хороша. Можно в неформатном состоянии песни петь. С радостью. И вот так это все будет выглядеть, если вы будете снимать себя на фронталку, а то все закадровый голос, да? Супер, работает до 6. Парк. Интересно, олени здесь будут, если парк бесплатный? Или это просто название Deer Enclosure? Ничего себе, бесплатный парк оленей? Unbelievable. Невероятно. Не верю. Ну, оленей я видел, кстати. Здесь кто-то должен быть, по идее. Ну, никого нет. Наверное, их выпускают на день. Так, до 6 вечера все правильно. Пока оленей нет. Здесь тоже. Подождите, я проезжал, видел оленей. Запах есть оленей, кто понимает, о чем я. Есть запах оленей. Есть клетки под оленей. Но нет оленей. Они, скорее всего, там, где их кормят. Дир. Ну, давайте еще здесь поищем. Дир. Вот так вот вы придете в поисках оленей. Как на охоте будете их искать. Мне кажется, я вижу первого. Нет, это пень. Слишком много жары. Короче, как найду, включу камеру. Так, вот здесь интересно есть кранчик выключенный. Вот они, олени. Я так и знал, что к ним нет стопроцентного доступа. Это было бы странно, если бы он был. Я не огорожен все-таки. Вполне возможно, ночью их выпускают, но не факт. Так вот они будут выглядеть. Здесь вы можете прятаться вместе с голубями от жары. Здесь можете выбирать и фотографировать оленей. Так, ладно, вы все насмотрелись на оленей, и в кружке я тоже делал этих оленей X6 мы использовать не будем. Вот, допустим, на основной модуль так. Сейчас я на телевик 2.6 снимаю так. И X5 сразу. Вот так. 4К 60 FPS. Жарко им тоже. Ой, там олени. 4К 60 FPS, X5. И вы же понимаете, да, что это та же самая крыса, только в шерсти. То есть это тоже грызун. 2.6. И вот 4К 60 FPS через основу. Поближе постараюсь подойти, чтобы вы рассмотрели белку. Но она убежала. Все. Очень клевый парк.
только очень жарко. Поэтому занимаемся спортом, а потом едем по красивым местам и гуляем. Потому что, как вы видите, мест много, а людей нету. А бывает, что мест нету, а людей много готовых гулять, да? И вот так выглядит парк. Он нереально огромный. То есть, если вы сюда приедете с ребенком, ну, это 4 дня можно спокойно ходить по всем локациям. Потому что здесь планетарий, детская площадка. Помимо этого парк бабочек, птиц вы видели тоже на один из смартфонов. И, в общем, всего чего. Одна только детская площадка, там 2 дня можно бегать по ней. 4К 60 FPS, саженцы для парка. Так, планетарий вот там, вот туда мы не пойдем. Наверное, вообще. Вот. Так, интересно, а сюда можно зайти? Фу. Нет, закрыто. 4К 60 FPS, вот такая вот имитация Стоунхеджа. Только малазийская. И она прям на входе. То есть в нее не обязательно покупать билеты. Можно пойти и пофоткаться. Еще немного видов. Основной модуль. Вот для этого нужен ультраширик, да, сейчас увидите. Ультраширик 4К 30 FPS. И вот уже на ультраширик выглядит все поприятнее, да, и поинтереснее. И вот ультраширик. Уже на ультраширик все выглядит приятнее, интереснее. Единственная проблема, я уже второй круг делаю. Почему? Потому что в прошлый раз не нажал. Все бывает, так сказать. Да, влажность разрушает, конечно, все довольно быстро. Вода плюс жара. А вообще те, кто видели предыдущие 4 серии моих прогуляшек по Куала-Лумпур, Малайзии, они заметили, что в принципе здесь один центр, и от него все танцует. Один парк огромный, ну их много очень, но основные достопримечательности в том, в котором я ходил как раз. И опа, наверное, станция ЖД, есть такое ощущение. В общем, не в этом смысл. Смысл в том, что плюс-минус все как от Красной площади, вот от того места расходится во все остальные места. Ну что, ваши ставки, я залью Соньку или нет? Надеюсь, что нет. 750 метров до метро. И дальше там уже просто по прямой, без захода на улицу. Но нужно преодолеть эти 750 метров. А гром уже звучит. Так, дождя уже еще нет, но он уже близок. Осталось 700 метров до метро, как я уже говорил. 4К 30 FPS, фронталка. Здесь улица сейчас не перекрыта, как я в прошлый раз гулял. И я надеюсь, что свою камеру я не залью. Будет очень печально. А может быть и повезет, и дождь меня опять обойдет. Ну, держу вас в курсе. Пока не обошел. Великолепное место для съемки фото. Вам, кстати, будут здесь предлагать фотографировать. 4К 30 FPS, фронталка. Отстрелялись. Осталось 200 метров. И моя камера не умрет сегодня. Так, это все про архитектуру. И про остальные прелести бытия. А самое забавное в этой истории, что откуда поход начинался, там он и заканчивается, кстати. Ха-ха-ха. Кто бы мне сказал. Стандартное получение жетончика и метро. Опять я забыл, что есть подземное и наземное. И монорельс. Всех разных много. Так, выходить здесь просто чем заходить. Однозначно. Идеально зашел в метро, начался дождь. Ха-ха-ха. Короче, я проехал свою станцию, точнее, реально приехал на свою станцию. Хотя Google мне показывал идти пешком с центральной, и мне бесплатно, получается, дали выйти на ней девушке из метро. Спасибо большое. То есть я оплатил станция до
а вышел на своей, к своему зданию. Вот оно, кстати. Каждый раз записываю. Вон там угловой балкончик мой. Вот оно, счастье вернуться туда, где есть кондиционер. И вот так будет выглядеть закат перед тем, как я выгружу обзор. А там, кстати, великолепно видно, как идет дождь. Выжила камера. Камера молодец. А я дурачок. Надо было брать и зонт, и чехол, и рюкзак. Там солнце. Туда смотреть невозможно. Так, вот сейчас вот выход. Я его не сохраню. Почему? Потому что фонарик, в отличие от остальных, бьет очень сильно по глазам. Хотя нет, идея. В этих очках все равно фонарик бьет сильно по глазам. И я думаю, что все-таки... Да, я, наверное, темные очки одену. Вот в них норм. Что бы я хотел вам рассказать про этот смартфон? Первое, он у меня отработал. Второе, сейчас съемка ведется, разумеется, на него в абсолютно неподготовленном помещении с 6-метровыми потолками, лютейшей вибрацией, и микрофоны вот как отрабатывают, плюс еще включен чайник электрический. День я на него поснимал, глючить он у меня, в отличие от Nord 4, который у меня тач глючил или камера приложения глючила, неважно, как народ пишет, он у меня глючил. До этого Realme 13 Pro Plus имел, к моему величайшему сожалению, просто нулевую стабилизацию в 4К 30 FPS, то есть вы покупаете в том случае смартфон за 30 без стабилизации. Это какая-то, 1080p. Это даже не смешно, это даже не подход третьего эшелона. Если говорить про еще смартфоны, Pixel 9 меня расстроил тем, что у него были лютейшие какие-то перекосы по контрастности, составом тоже было не все хорошо, и кадры он пропускал, но на него, может, я еще поснимаю. Завтра я собираюсь снимать на iPhone 16 Pro Max, на котором у меня по углам тоже тач у экрана глючит. Я не знаю, что это за беда, они специально, может, делают смартфоны, чтобы тебе хотелось поменять его в следующем году. Логично, что они хотят, чтобы тебе хотелось его поменять в следующем году. И этим самым маркетинг сейчас славится, что вы вот меняйте смарт, у вас тач будет лучше работать. В целом, если вам нравится такой формат, разумеется, на этот смарт будет 3 полноценных обзора. Это прожарка на пользу стримы, на лайв-канале на этом обзор одним кадром. Помимо этого еще будет полноценный обзор на основном канале перед стартом продаж, либо на старт продаж. На 14Т, возможно, я сделаю подобный обзор тоже. Это вот из разряда взял телефон и пошел снимать. Если бы у вас были подобные условия, я думаю, у многих такое бывает, что ты либо едешь на выходные куда-то, либо кемпинг, либо на природу, на дачу, и вот просто снимаешь весь день или частично. Вот так в разных условиях обстановки у вас будет отрабатывать этот смартфон. Притом монтировать этот видос я буду полностью на этот же смарт. Надеюсь, что подобный подход вы поддержите, потому что я планирую в Китай летать. Количество смартфонов и количество контента, которое я вот сейчас делаю, оно зависит от вас. То есть смотрит определенное количество людей, кто-то подписывается, огромное вам спасибо. Если напишите комментарий, если вы это смотрите или хотите вот такие же, говорю, даже без звука, без моего там лица же у меня по минимуму в ролике, если кого-то оно раздражает. Вы отключаете звук и видите, как он работает с экспозицией, как автомат работает с балансом белого. То есть вы видите все, какие косяки. У меня все время все работает в автомате. Если я там включаю HDR, я вам говорю. Если включаю ультраширик, я говорю. Если какое-то другое разрешение, говорю. Примеры фотографий скидываю. В общем, сам себя перерекламировал. Надеюсь, что вы поможете мне в том, чтобы себя промотивировать. То есть прорекламировать я прорекламировал, а промотивировать могут только ваши просмотры и комментарии. И второй момент, если хотите помочь каналу, телеграм-канал скидок, подписывайтесь. Сейчас как раз идет распродажа до 14T Pro, пока там отсутствует. И я бы на вашем месте, разумеется, подобные тэшки не брал пока. Потому что помним же 13T как падал ниже 30-ки. Вот 13T Pro я не особо сильно советовал. Как с этим смартфоном, мне кажется, все будет интереснее, потому что он побольше допиленный. 14T у меня тоже на руках, на него я сделаю, может быть, обзор одним кадром при поездке в Бангкок. У меня есть, что там покупать оптику. Вот сейчас работают облака и работает гроза с молнией. Может быть, вы видели вспышки. Девайсу от меня, да или нет, узнаете в ролике. Все зависит будет от цены. То, что сейчас в ритейле какой космический ценник, это бред. Но вы можете попробовать купить, я не знаю. Но это очень дорого. Прям мега дорого по мне, потому что за эти деньги можно покупать флагманы, там,
OnePlus 13, по Find X7 Ultra или уже X8 можно будет брать. И, в общем, много еще всего. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что кому-то было полезно. Флэш вот здесь очень-очень яркий свет. Всем добра. Вот давайте последние минуты. Как всегда, бонус. Как всегда, бонус. Камера ничего не показывает. Вот сейчас я вижу, что он снимает. И динамический диапазон не позволяет ему снимать облака. Но вот я ему помогу пальчиком. Или давайте вот. Понижу ISO по максимуму вручную. ISO, точнее, да, понизил. Понизил ISO. И вот так сможете снимать. Вау, вау, повезло, повезло смартфону. Добра всем!